緒に行きましょう。復讐の道を二人で。Неужели это конец для Кагами? Именно таким вопросом я задался после просмотра нового 18-го эпизода 6-го сезона Леди Баг и Суперкот «Пачкуны». Мы продолжаем обсуждать интригующие открытия и теории, зародившиеся еще в эпизоде Якшигадзен. И уж поверьте, нам нужно серьезно поговорить. Прошлое Цуруги и то, чего вы 100% не заметили при просмотре данного эпизода. Пазл складывается, и он вас повергнет в шок. Огромная благодарность всем подписчикам Бусти, в особенности вот этим хранителям, за огромную поддержку. Ну а мы окунаемся в прошлое. Томоэ Цуруги самостоятельно использует талисман павлина, чтобы зачать желанного ребенка. Нам никогда напрямую это не говорили, но мы это знали, ведь аналогичным способом появился Феликс и Адриан на свет. За исключением одной важной детали. Те, кто применял силы талисмана для зачатия Феликса и Адриана, погибли от тяжелой болезни, когда как Томоэ выжила с побочным эффектом. Ее выживание — это загадка на данный момент. Многовероятно, мы не знаем всех нюансов, из-за чего судьба у Эмили Грэм де Ванили и Кольта Фатума оказалась печальнее при аналогичных обстоятельствах. Однако, возможно, этот эпизод дал нам подсказку. Из 13-го эпизода этого сезона мы узнали, почему Томоэ воспользовалась талисманом павлина. В отличие от сестер Грэм де Ванили, сама Томоэ имела возможность родить ребенка естественным путем, но она им не пошла, потому что, как она сказала, в ее жизни не было достойного мужчины. В данном эпизоде в самом начале вы пропустили важнейшую подсказку от авторов, что именно произошло в прошлом Томоэ. На пижамной вечеринке в доме Маринет Кагами предлагает посмотреть фильм, который ей очень важно увидеть. И основная завязка этого фильма идеально передает судьбу Томоэ. Это история о жене самурая, которую предали, но ей удалось бежать вместе с ребенком, которого она должна защищать от приспешников коварного владыки. И вы не представляете, насколько это важный синопсис фильма. Не столь важен сам вымышленный фильм, как то, какое послание хотят передать нам авторы. Томоэ не просто не нашла достойного мужчины, она пережила предательство. Многовероятно, некий предполагаемый супруг Томоэ был реально самураем. Это хорошо сходится с тем, что сама Томоэ хорошо знает это ремесло. Это предательство сподвигло Томоэ бежать от предполагаемого тирана мужа. Бежать не одной, а с ребенком, которого она должна защитить. По этому фильму защищает она от приспешников коварного владыки. Владыкой может подразумеваться сам ранее упомянутый мужчина, какая-то безумная фигура антагониста из фильма, которая нам не важна, или это намек на тайное общество. Есть такое предположение, что использование талисмана павлина было против правил тайного общества, в котором была Томоэ, Габриэль и, многовероятно, Кольт. У нас нет подтверждения того, что тогда оно было и в нем были знакомые нами участники, но в уме эту мысль можно держать. Но важнее другое. По сюжету этого фильма женщина убегала от мужа самурая с девочкой. Наверное, вы могли провести аналогию и сказать, что Томоэ убежала от своего мужа с Кагами. Но это полностью неверно, так как на момент предполагаемых из нашей теории событий, Кагами еще вообще нет на свете, так как Томоэ создала Кагами уже будучи одной, без мужа. Так что это за неизвестная нам девочка? А почему неизвестная? Лайла. И здесь мы возвращаемся к моей очень будоражащей теории, которая была создана в разборе 13-го эпизода этого сезона Якшигадзен. Обязательно посмотрите это видео, если вдруг пропустили. Но если кратко, моя длинная теория заключалась в том, что Томоэ – мать Лайлы, но не кровная. Предполагая, что о настоящих родителях ни нам, ни Лайле ничего не известно. И данная моя теория идеально ложится под новую, о которой я сейчас вам говорю. Та самая девочка Лайла, которая была хоть и не родной, но первой дочерью Томоэ. Понятное дело, что для Томоэ Лайла это неполноценное потомство. Именно поэтому она решила создать Кагами как идеальное воплощение своих амбиций. Подконтрольная Кагами была идеальной для Томоэ, а вот настоящая, живая, со своим бэкграундом Лайла – нет. Просто вскользь напомню, что в данном эпизоде Лайла конкретно и без недосказанностей называет Кагами сестрой. И я перепроверил на корректность перевода. Все чисто, никаких двойных смыслов. Речь идет о обычной сестре. Под разбором 13-го эпизода меня обвиняли в том, что я раздуваю из мухи слона. И то, что тогда Лайла назвала Томоэ мамой, дважды хочу подчеркнуть, это было просто уважительной формой обращения в духе японских традиций. На что я дополнительно делал пост в своем
своем телеграм-канале, где явно не соглашался с этим. И данный эпизод ставит все на свои места, и никаких двойных смыслов нет. Лайла – дочь Томоэ. Их пути разошлись давно, поэтому Кагами не было в курсе о Лайле. А Томоэ рада была умолчать, но теперь их пути вновь пересеклись, а точнее в финале 5-го сезона, как нам показали из флешбека. Эту связь дочери и матери подчеркивает и финальная сцена эпизода. Томоэ, видя амбиции Кагами, предлагает ей перейти на новый шаг в обучении, применяя в тренировках не деревянные катаны, а металлические, на что Кагами отказывается, с отвращением относясь к предложению Томоэ. Но чтобы не расстраивалась Томоэ, Лайла готова проявить себя, и мы видим шикарную сцену, где Лайла, абсолютно не колеблясь, зная секретную кнопку, активирует ее, беря в руку одну из металлических катан, вызывая Томоэ на тренировочный бой. На что Томоэ смотрит с восхищением. Да, мы не видим ни ее эмоций, ни ее глаза, но этот скрытый за очками взгляд говорит о многом. Она увидела в Лайле ту Кагами, которую хотела создать. И видно, что Лайла обращается с оружием опытно. Значит, что и ранее, многовероятно, были подобные тренировки между Томоэ и Лайлой, откуда последняя набралась опыта. И это еще не все. Помните тот самый фильм? Для нас, зрителей, он звучит на японском. Было достаточно сложно разобраться в диалогах из этого фильма и особенностях перевода, но вот что я смог перевести. でもね、選べるのよ。お人形を選ぶならもう二度と辛い思いはさせない。一緒に行きましょう。復讐の道を二人で。 Если провести аналогию, то Томоэ в фильме – та, кто предлагает выбор. И в сериале она же видит. Лайла выбирает путь мести, а Кагами – человеческий облик. Томоэ не видит в Кагами человеческий облик. Для нее она инструмент. Фильм, который смотрит Кагами, говорит не о прошлом Томоэ, а о будущем. Это инструкция, какой дочери Томоэ отдаст предпочтение. Кагами смотрит на экран, где героине предлагают выбор, и не знает, что ее мать уже делает этот выбор в реальности. Но так как диалог я мог перевести не до конца корректно и потерять важный контекст, то оставлю этот момент для вашего обсуждения в комментариях. Я постараюсь лучше разобрать то, что именно авторы хотели передать внимательным зрителям через этот диалог из кино, и если найду новые интересные мысли, то обязательно поделюсь им в своем телеграм-канале. Так что обязательно не забудьте перейти и подписаться. Но что теперь будет с Кагами? Она прошла, наверное, последний этап своей драматичной линии, которая длится как минимум с начала 4-го сезона. На этот раз Маринет дарит Кагами важную мысль. Мы не можем менять нашу кровную семью, но можем выбрать другую, состоящую из любящих друзей, которую Кагами самовольно выбирает сама и приглашает в свою жизнь. Это отличный путь для Кагами. Она стала чувствовать себя еще более свободной после бесконечных оков от матери, которая растила в девочке не человека, а свою золотую медальку. Но как на это смотрит сама Томоэ? Для нее такой поступок – это унижение и полная фиаско формирования той Кагами, о которой она желала. Могу поделиться смелой теорией, которую авторы 100% не реализуют в проекте, но которая идеально бы подошла под ошеломляющий финал 6-го сезона. Не так давно красноречиво авторы поделились тем, чего ждать от финала сезона, и там присутствовала мысль о потере, пока что без контекста. Повторюсь, я не верю, что это могут сделать, но представьте, насколько шокирующим был бы финал 6-го сезона, каким его как раз описывают авторы, если Томоэ, завладев тем самым фамильным кольцом, просто избавилась бы от бракованной Кагами. Ведь она поняла, что у нее есть уже та дочь, о которой она мечтала. Кагами бунтарка и не пойдет по пути матери. Это было бы шокирующе, трагично, даже в рамках детского сериала, ведь ранее подобное мы видели, но эмоциональный урон для зрителей просто колоссальный. Однако, наверное, с Кагами рано еще прощаться, но этот эпизод явно дал понять, что данная сюжетная линия с Томоэ и Кагами еще не завершена. Надеюсь, вы поняли, почему просмотр этого фильма для Кагами был важен. Это история не женщины, убегающей от мужа, а олицетворение трагедии ее семьи Цуруги. И подводя итог всей этой мысли, почему нам показали зачатие Кагами в начале эпизода? Ведь мы и ранее в целом знали об этом факте. Ответ не на поверхности, но возможно авторы хотят этим сказать, почему Томоэ выжила, а Эмили и Кольт нет. Диалог из фильма подсказывает, возможно, потому что Томоэ использовала талисман не для ребенка от любимого, а для оружия, инструмента. Эмили и Кольт создавали детей из любви и родительского желания, а Томоэ создала Кагами как инструмент. Разница цены за магию павлина, может быть, зависит от намерений. Это бы объяснило ее выживание. Она не платила человеческой ценой, потому что не вкладывала человеческое чувство. Тут можно поспорить со мной, но точное объяснение от авторов мы никогда на этот счет не слышали, а тут точно имеются какие-то скрытые тайны. А хотите, я подскажу вам, где нет никаких тайн? У камина.
где на креслах расположился Лайер и Бэмакс. Да, хочу вам напомнить, что на моем бусте я запустил новую рубрику «Радио Лайера и Бэмакса», где мы в свободной форме, без сценариев, в уютном вайбе обсуждаем все самое интересное из мира Miraculous и отвечаем на все ваши вопросы. Вопрос Лайеру, ответ на который, мне кажется, хотят получить многие зрители. Почему же ты скрываешь свое лицо и покажешь ли ты его когда-нибудь? Обязательно не забудьте посетить бесплатные выпуски радио и заодно заценить более 30 эксклюзивных видео по Леди Баг и Суперкот только по ссылочке в описании. Предлагаю приземлиться в реальность и отложить интриги, теории и тайны, хотя интриги не откладываем. Ведь Лайла узнает, что ее мама беременна девочкой. Будет пополнение в шумной, но дружной семейке. Вряд ли это сюжетно важно будет, но как минимум очень мило. На фоне всех этих переживаний мы вновь видим аккуматизацию неугомонных Элла и Эты Сезеров. Хочется отметить, что аккуматизированные злодейки выглядят интересно и даже свежо для Miraculous. Эти телепортации через лужи, динамика битвы, большое количество героев выглядит очень классно. Можно заметить, что злодейки по сути не могут самостоятельно как-то победить героев и забрать их талисманы, но Лайла более чем это понимала и поэтому помогала девочкам, выводя каждого героя из игры, пытаясь дойти до Леди Баг, чтобы та потеряла силы и уже в этот момент нанести финальный удар, чего, конечно, не произошло. Но зато авторы не забыли о ностальгии. Вы наверняка заметили прекрасный кадр, который отсылает нас на давно знакомый и любимый первый сезон. И после просмотра данного эпизода понятно, почему его сделали так поздно. Огромное изобилие анимаций битв, красивые эффекты со способностями Кагами, запачканный Париж и в целом могу сказать, выглядит эпизод визуально очень интересно. Без невероятных новшеств, но явно с левел-апом графики по сравнению с началом сезона. И просто скажу, Лайла — огонь. Еще с начала сезона она обещала красть каждую сцену, в которой появлялась, в полном обличии, и так и произошло. А теория о ее прошлом только больше подогревает интерес к ней, за что авторам огромный респект. Ну а ваши мысли, впечатления о новом 18-м эпизоде 6-го сезона Леди Баг Суперкот Пачкуны я ожидаю в комментариях. Не забывайте, что мы уже на пороге финала сезона, не просто рядом, а уже носом уткнуты в последнюю дверь. И чем больше мы обсуждаем предполагаемые события, тем больше понимаем, что финал будет сокрушительным. Я вообще не думаю прощаться надолго, ведь поле для обсуждений просто огромное. И я надеюсь, что вы будете в этот момент со мной. И не забыли оставить подписку на мой канал, дабы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!